Привет, Авы. Способна ли тишина хранить бурю, более мощную, чем слова? Этот вопрос сейчас эхом разносится по фан-форумам, развлекательным СМИ и онлайн-дискуссионным комнатам. Это происходит после того, как Чингук наконец заговорил после столь долгого молчания, после столь долгого предоставления публике возможности догадываться, строить домыслы и спекулировать. Однако удивляют не только его заявления. Еще более тревожной была реакция Тэхёна. Спокойная, краткая, двусмысленная, но та, которая разожгла любопытство миллионов наблюдающих. Почему реакция отличается? Есть ли что-то, что он хочет сказать, но еще не сказал? Или, наоборот, что-то намеренно скрывается? Эта новость родилась не из пустоты. Она началась с долгого молчания, которое раньше считалось обычной паузой. Но теперь эта пауза воспринимается как значимая, становясь своего рода секретной комнатой, где публика чувствует, что есть история, которая еще не полностью раскрыта. Тишина, которую перечитывают, переосмысливают и воспринимают под разными эмоциональными углами. Чингук, который обычно говорит с теплой и выразительной энергией, вместо этого предпочел молчать неделями. Фанаты ждали, СМИ ждали, музыкальная индустрия ждала. Казалось, что между невысказанными словами висит густой воздух. Затем, когда он наконец заговорил, все изменилось. Не только из-за содержания его речи, но и из-за его взгляда, его тона голоса и, что не менее важно, из-за того, как отреагировал Тэхён. Короткая реакция похожа на маленькую свечу, зажженную в темной комнате, делая каждую тень все более и более яркой и в то же время все более и более загадочной. Мир не только слышит, но и связывает ассоциации и делает выводы. Некоторые говорят, что они, кажется, понимают друг друга без лишних слов. Другие чувствуют, что существует дистанция, которую даже камера не может преодолеть. Вопрос возникает волнообразно и растянуто. Они что-то скрывают. Фраза Чингука в тот день была простой, но наполненной эмоциональным весом, который трудно объяснить. Его голос не дрожал, но эта стабильность, наоборот, ощущалась как результат чего-то давно похороненного. Он сказал, что есть нечто, что он хотел передать, о чем он долго думал, как сказать. Но когда слова действительно появились, публика ощутила тяжелый, интенсивный, очень человечный тон. Разве честность не самое хрупкое пространство в человеке? И когда Чингук наконец открыл это пространство, мир снова затих. Именно в этот момент Тэхён выступил с реакцией, которая стала предметом самого большого обсуждения недели. Он не выглядел удивленным, но и не проявил явной поддержки, как человек, который давно что-то знает, но предпочел ничего не добавлять. Его выражение было невозмутимым, но не холодным, просто его было трудно прочесть. Его небольшие жесты, взгляд вниз на мгновение, вздох, слабая улыбка, на самом деле породили больше вопросов, чем ответов. Публика снова спекулировала. Знал ли Тэхён о сообщении, которое Чингук пытался передать? Скрывает ли он что-то тоже? Или они оба проходят фазу, которой не хотят делиться с миром? Эти вопросы теперь растут, как корни в головах фанатов, расширяясь и прорываясь сквозь слои интерпретаций. Некоторые полагают, что они имеют дело с чем-то вне сцены. Другие думают, что это просто эмоциональная динамика, которую не нужно преувеличивать. Но история всегда доказывает, когда тишина говорит громче звука, это признак того, что что-то происходит. Был один момент на конференции, который стал главным событием. Когда Чингук сделал паузу посреди своего объяснения, это было так, словно он тщательно подбирал слова. И когда камера наводилась на Тэхёна, невозмутимого, без перерыва, многие почувствовали эмоциональную дрожь, которую трудно объяснить. Здесь нет драматического сценария. Здесь нет сценического сюжета. Только два человека, которые разделили долгий путь и теперь стоят на разных перекрестках. Что скрывает тихая комната? Реакция публики взорвалась. Социальные сети наполнились 5-секундными видеоклипами, фотографиями, увеличенными до миллиона пикселей, анализом выражений лиц, даже многоуровневыми теориями. Почему Тэхён не ответил дольше? Почему он дал только одну короткую фразу? Потому ли, что он знал, что более длинное слово на самом деле вызовет дальнейшие проблемы? Или, наоборот, потому что есть предложения, которые он не должен говорить в этом месте? Через несколько дней Чингук снова появляется.
На этот раз более расслабленным, но все еще оставляя след едва уловимого напряжения. Он не повторяет предыдущее заявление и не добавляет к нему, как будто оставил остальной публике для перевода. Тэхён хранил молчание, не отрицая, не подтверждая. Две тишины, которые наблюдают друг за другом, но не проходят мимо. Вот как чувствуют себя многие люди. Эмоциональный эффект поразителен. Многие фанаты утверждают, что чувствуют себя потерянными, как будто читают последнюю главу романа, не зная предыдущей главы. Они часами разбирали жесты, интонацию, темп молчания, даже модели взгляда глаз. Они создают форумы, дискуссионные комнаты, длинные интерпретации. Ничто не является полностью правильным, но ничто не является и полностью неправильным. Потому что в тайном пространстве между людьми у истины часто нет одного лица. Когда Чингук наконец опубликовал короткое сообщение об облегчении и благодарности, именно самые маленькие слова заставили многих людей уловить нечто большое. «Я рад, что наконец могу говорить». Слово «облегчение» никогда не появлялось раньше. Облегчение отмечает груз. Груз предполагает секрет. Секрет означает что-то незаконченное. А Тэхён, с другой стороны, просто ответил еще более коротким предложением. «Я понимаю». Эта фраза стала долгой ночью для многих. Понимает что? Понимает бремя Чингука. Понимает, почему он говорит сейчас. Или понимает, что не все должно быть рассказано миру. Отношения между ними – это не просто дружба на сцене. Они являются частью долгого и сложного эмоционального пути, связанного временем, работой и тысячами воспоминаний, которые публика не видит. Возможно, то, что сейчас кажется скрытым, это не секрет о проблемах, а о зрелости двух людей, которые узнают, что не все должно быть показано. Что тишина – это тоже язык. Самое трудное слово часто не произносится. Но все же публика – это море любопытства. Они ждут продолжения. Они хотят ответов. Они хотят определенности. Даже когда это представляет собой лишь пустое пространство для заполнения интерпретацией. Действительно ли есть что скрывать? Или мы просто слишком глубоко вчитываемся в хрупкий человеческий момент? Никто не может ответить наверняка, по крайней мере, пока. Но одно ясно. Молчание Чингука, его заявление, которое приходит после долгого отсутствия, а также реакция Тэхёна, которая вызывает больше загадок, чем ясности, теперь являются новой главой в повествовании, о котором будут продолжать говорить. И, возможно, когда-нибудь, когда эти двое снова заговорят вместе, каждый вопрос найдет свой дом. А может быть, и нет, потому что некоторые истории создаются не для объяснения, а для ощущения. И думали ли мы когда-нибудь, что неразгаданная тайна – это именно то, что делает эту историю вечной? Эта история не закончена. Возможно, она еще не совсем началась, но мир теперь ждет одного предложения, которое никогда не бывает простым. Что на самом деле произошло? И пока этот ответ не придет, мы все можем только спрашивать с тем же сердцем, что и в начале. Способна ли тишина хранить бурю, более мощную, чем слова? Но такая тишина, чем дольше, тем громче эхо. Она больше не звучит как пустота, а скорее как пространство, полное голосов, которые еще не вышли наружу. Как слегка приоткрытая дверь, достаточно, чтобы люди приложили ухо, ожидая, что что-то прозвучит из-за нее. Теперь публика не просто спрашивает, она требует понять. Они хотели знать, что творилось в голове Чингука, когда он решил заговорить после столь долгого времени. Они хотели понять, что заставило Тэхёна выбрать такой спокойный и простой ответ. Неделя прошла, но история не утихла. Напротив, она становится все больше, распространяется и окутывает СМИ, как туман, который движется медленно, но верно. Статья за статьей появлялись. Потоковые повторы заявлений Чингука продолжали пересматриваться, замедлялись, увеличивались, разрезались на куски. Люди начали искать закономерности. Когда Чингук начал выглядеть иначе. Когда Тэхён начал выглядеть более сдержанным. Начинается ли это с большого решения или с чего-то, что медленно накапливается, пока наконец не вырывается в форме долгого молчания? Один человек написал на форуме. Было что-то в глазах Чингука, как будто он был готов снять с себя что-то тяжелое. Некоторые подтверждают, некоторые опровергают. Дискуссия накалилась.
Некоторые говорят, что это может быть связано с карьерой. Другие спекулируют о внутренних отношениях. Третьи доводят теорию до крайности, что двое вынашивают совместный проект, который еще не должен быть обнародован. Каждая теория растет, как ветка, ищущая свет, и публика является плодородным садом для таких спекуляций. На 10-й день после первого заявления Чингук впервые вышел в прямой эфир после долгого молчания. Никакого большого сценического фона, никакого драматического освещения, просто простая комната с теплыми тонами, микрофон и голос, который звучит очень по-человечески. Он не сразу обсуждал, что произошло. Он говорит о песнях, о рутине, о мелочах. Но именно в этой небольшой части публика чувствует другое разграничение. Он как будто кружил вокруг основной темы, приближаясь, но не касаясь. Когда фанат спросил: «Ты и Тэхён в порядке?» Чингук мягко улыбнулся. Улыбка не была натянутой, но и не была той легкой улыбкой, которую он привык показывать. Он как будто выбирал из двух одинаково трудных путей – ответить честно или охранять незаконченное пространство. И в конце он сказал мягким, но тяжелым тоном: «У нас все хорошо». Иногда не нужно объяснять все, чтобы что-то доказать. Предложение подлило масло в огонь общественного любопытства. Некоторые были облегчены, некоторые еще более подозрительны. «Хорошо» не всегда означает, что нет проблемы. «Хорошо» может означать принятие. Это может означать спасенные раны. Это может означать временную передышку перед началом нового этапа. Тэхён не отреагировал на прямой эфир. Он не появляется в комментариях, ничего не загружает, и именно его отсутствие говорит громче всего.